Человек, посвятивший 13 лет своей жизни укрощению львов, был растерзан на арене одним из своих подопечных на глазах у сотен зрителей. Легендарные иллюзионисты, чье имя гремело в Лас-Вегасе, увидели, как их магия обернулась кровью, когда 400-фунтовый белый тигр вцепился в шею своего хозяина. Когда грань между человеком и хищником стирается за одну секунду, а восторженные аплодисменты сменяются леденящими душу криками ужаса. Иллюзия контроля над дикой природой невероятно хрупка. Мы посещаем зоопарки и цирки, ожидая увидеть чудо, почувствовать трепет перед мощью природы, находясь, как нам кажется, в полной безопасности за барьерами и решетками. Но что происходит, когда эти барьеры рушатся, когда инстинкт берет верх над дрессировкой, а человек из наблюдателя превращается в добычу? Эти истории не выдумка сценаристов фильмов ужасов, это реальные трагедии, разыгравшиеся там, где блеск софитов и рев толпы должны были гарантировать безопасность. Я погружу вас в самые шокирующие случаи, когда животные нападали на людей прямо во время представлений или в вольерах зоопарков. Мы увидим, как опытные дрессировщики, годами выстраивавшие доверие со своими опасными подопечными, становились их жертвами. Мы узнаем о моментах, когда обычные посетители, ища острых ощущений или идеальный кадр, пересекали невидимую черту, платя за это страшную цену. Это рассказ о том, как завораживающее зрелище может обернуться кошмаром, напоминание о том, что дикая природа даже в неволе всегда живет по своим законам, и пренебрегать ими смертельно опасно. Приготовьтесь, истории, которые вы услышите, заставят кровь стыть в жилах и навсегда изменят ваш взгляд на мир диких животных за решеткой. Его имя было синонимом смелости и мастерства в Александрии. Ислам Шахин, 35-летний укротитель львов, 13 лет подряд выходил на арену популярного парка Lion Village, завораживая публику своим бесстрашием. Он общался с самыми грозными хищниками планеты, имея из оружия лишь деревянную палку и непоколебимую уверенность. Его путь к славе не начинался под яркими огнями арены. Он вырос в Египте и сперва работал за кулисами, ухаживая за теми самыми животными, с которыми позже делил сцену. Его природный дар находить общий язык с большими кошками выделил его, принес доверие коллег и восхищение посетителей. Выступления Ислама стали сердцем Lion Village. Зрители, затаив дыхание, наблюдали, как он направлял львов через опасные трюки, их рык смешивался с аплодисментами толпы. Он превращал первобытную мощь в захватывающее представление. Но за блеском скрывалась и темная сторона. Lion Village, расположенный недалеко от Каира, был не просто туристической достопримечательностью, но и объектом критики. В парке содержались не только львы, но и тигры, верблюды, другие экзотические животные, многие в тесных вольерах. Защитники животных указывали на признаки недоедания и пренебрежения, называя условия содержания негуманными. Однако очарование шоу перевешивало опасения. 27 ноября 2016 воздух парка гудел от предвкушения. Семьи, студенты, искатели острых ощущений собрались на вечернее представление. В тот вечер в программе участвовали 3 льва, включая недавнее пополнение массивного самца с густой темной гривой, привезенного из Южной Африки. Этот новый лев был внушительным, его мускулистое тело излучало дикую силу, но за его золотистыми глазами таилась непредсказуемость. Ранее он уже нападал на другого дрессировщика, хотя инцидент постарались замять, списав на случайность. Руководство парка полагало, что время усмирит зверя. Никто не подозревал, что именно в этот вечер иллюзия рухнет с оглушительным треском. Арена жила своей жизнью, наполненная ревом одобрения толпы, совершенно не замечавшей того тихого напряжения, что нарастало внутри ринга. Ислам Шахин, профессионал до мозга костей, продолжал свое выступление, давая команду одному из львов забраться по лестнице. Но в одно мгновение, в долю секунды, все изменилось. Новый лев, тот самый с темной гривой и пронзительным взглядом, сделал свой ход. Без малейшего предупреждения он ринулся вперед, размытое пятно чистой мускульной ярости. Зверь преодолел разделявшее их расстояние моментально. Секунду назад Ислам командовал на арене, а в следующую он уже лежал на земле, прижатый сокрушительной тяжестью льва. Эта ночь наполнилась криками ужаса. Родители инстинктивно прижимали к себе детей, кто-то бросился бежать, другие застыли на месте, их разум отказывался обрабатывать разворачивающийся перед ними кошмар. Некоторые, преодолев шок, судорожно доставали телефоны, пытаясь запечатлеть ужас дрожащими руками. Другие дрессировщики немедленно бросились в бой. Их деревянные палки с глухим стуком обрушивались на тело льва в отчаянной попытке заставить его разжать хватку. Но животное погрузилось в первобытную ярость. Его когти рвали ткань и плоть, мощные челюсти сомкнулись на шее Ислама. Кровь растекалась по бетонному полу арены, пропитывая его алым. Воздух, еще недавно наполненный музыкой и смехом, теперь звенел от душераздирающих криков паники.
Лев не отступал. Дрессировщики сражались без передышки, били, кричали, использовали все, чтобы заставить зверя отступить. Наконец, спустя время, показавшееся вечностью, лев ослабил хватку. Последний раз, тряхнув головой, он отпустил Ислама и отошел к краю ринга, с его челюстей капала кровь. Ислам лежал неподвижно. Зрелище, когда-то привлекавшее толпы в парк, обернулось кошмаром, который никто из присутствующих уже никогда не сможет забыть. Дрессировщики кинулись к Исламу, их руки отчаянно зажимали его раны, пытаясь остановить неумолимо текущую кровь. Каждая секунда имела значение. Прозвучал звонок, скорая помощь уже мчалась на вызов. Его тело быстро подняли и вынесли из ринга, оставляя за собой багровый след. Зрители, все еще пребывающие в глубоком шоке, смотрели, как за ним закрылись ворота арены. Через несколько минут Ислам прибыл в госпиталь Андалусия Салам. Там врачи вступили в отчаянную схватку за его жизнь. Его травмы были ужасающими. Перелом черепа, глубокие рваные раны на лице и шее, множественные переломы костей и тяжелое внутреннее кровотечение. Медицинские аппараты пищали, медсестры метались по коридорам, а операционная превратилась в поле битвы между жизнью и смертью. 2 дня мир, затаив дыхание, следил за новостями. Но несмотря на все титанические усилия медицинской команды, нанесенный ущерб оказался слишком велик. 29 ноября 2016-го Ислам Шахин сделал свой последний вздох. Эта новость потрясла общество до основания. Более 10 лет он буквально играл со смертью, филигранно балансируя между человеческим и первобытным. Но в конце концов, дикая природа забрала его жизнь. Парк Lion Village немедленно закрыли, власти начали расследование. Одни указывали на повышенную агрессию льва из-за сезона спаривания. Другие утверждали, что условия содержания в парке, тесные клетки и постоянный стресс довели животное до точки кипения. Какова бы ни была причина, одно было ясно. Трагическая смерть Ислама вновь разожгла давно тлевший спор о цене использования диких животных ради развлечения публики. Эта смерть стала мрачным напоминанием о рисках, которые несет в себе попытка подчинить природу воле человека. Город грехов видел немало ослепительных зрелищ, но ничто не могло сравниться с партнерством Зигфрида Фишбахера и Роя Хорна. Годами их выступления представляли собой высший пилотаж иллюзии, где захватывающая магия переплеталась с первозданной мощью экзотических животных. Этот дуэт превратился в живую легенду. Их имена сияли неоном рядом с величайшими звездами мировой величины. Они построили свою империю на доверии. Доверии друг к другу, доверии своему ремеслу и, что самое критичное, доверии к своим животным. Жемчужиной их шоу был поразительный белый тигр по кличке Мантикор, 400-фунтовый хищник высшего порядка, выращенный в неволе и обученный быть частью тщательно срежиссированных иллюзий дуэта. Более 10 лет Мантикор был для Роя не просто сценическим партнером, он был членом семьи. Связь между ними казалась нерушимой, сотканной из ежедневной заботы и взаимного уважения. Казино-отель «Мираж» был переполнен, как и каждый вечер, когда Зигфрид и Рой выходили на сцену. Публика жаждала чуда, и они его дарили. Но в одну роковую ночь 3 октября 2003-го волшебство трагически оборвалось. Под ярким сиянием сценических огней Рой вышел в центр внимания, Мантикор рядом с ним. Зрители, как всегда, были загипнотизированы. Годами этот номер проходил без сучка и задоринки. Рой управлял величественным тигром с той легкостью и уверенностью, что делали невозможное обыденным. Но вся магия Зигфрида и Роя основывалась на иллюзии. Иллюзии того, что человек полностью контролирует дикого зверя. И в ту ночь на глазах у тысяч людей эта иллюзия разлетелась на осколки. Момент, который навсегда изменил их историю, начался совершенно невинно. Простой сигнал, поднятый микрофон, просьба к Мантикору поздороваться с публикой. Никто не мог предсказать, что последует за этим. Театр гудел от предвкушения, представление разворачивалось с оточенной точностью. Каждое движение было безупречным, каждое взаимодействие между Роем и Мантикором напоминало хорошо отрепетированный танец человека и зверя. Публика, завороженная, ловила каждый жест, не подозревая о катастрофе, что таилось всего в нескольких секундах от них. Затем вспышка непредсказуемости. Сообщается, что это был незапланированный шаг. Рой поднес микрофон близко к морде Мантикора, команда, призванная вызвать восторг толпы. Но вместо подчинения тигр сомкнул свои мощные челюсти на рукаве Роя. Мгновенное замешательство, небольшое отклонение от сценария, к которому Рой, несомненно, готовился бесчисленное количество раз. Он отреагировал быстро, постучав тигра по носу микрофоном, тонкий сигнал, призванный скорректировать поведение. Мантикор ослабил хватку, но мгновение колебания повисло в воздухе, словно предупреждение. Что-то было не так. И тут, в доли секунды, номер вышел из-под контроля. Мантикор сделал выпад. Коллективный вздох ужаса прокатился по театру, когда Рой был сбит с ног. Мастер иллюзий пал, превратившись в уязвимую добычу. Огромные лапы тигра пригвоздили его к полу. В наступившей оглушительной тишине неуверенность охватила зал. Было ли это частью представления или только что произошло немыслимое? Понимание пришло быстро. Величественный белый тигр, некогда символ грации и силы под контролем Роя, выступил
выступил против своего дрессировщика. Иллюзия была разрушена. Затем, с леденящей душу легкостью, Мантикор вонзил клыки в шею Роя и начал тащить его по сцене. Кровь пачкала безупречный пол под ними, создавая жуткий контраст с гламурной обстановкой всего несколько мгновений назад. Воздух, наполненный смехом и аплодисментами, теперь звенел от панических криков. В этот момент стало ясно: магия исчезла, и осталась лишь грубая первобытная сила, которую не могла сдержать никакая иллюзия. Последствия, конец эпохи и неразрешенная загадка паника вырвалась наружу, когда осознание случившегося обрушилось на театр «Мираж». То, что начиналось как еще один завораживающий вечер магии, превратилось в отчаянную борьбу за выживание. Мантикор, великолепный белый тигр, годами восхищавший публику, перестал быть артистом, он стал зверем, действующим по инстинкту. За кулисами обученные помощники бросились в бой. Это был не первый раз, когда им приходилось иметь дело с непредсказуемыми моментами во время шоу, но это было иное. Речь шла о жизни и смерти. Струи из огнетушителей ударили в сторону Мантикора. Отчаянная попытка напугать его, заставить разжать хватку. Дрессировщики кричали, их голоса были напряжены, но тигр оставался невозмутим. С каждой проходящей секундой опасность усиливалась, и тут появился Зигфрид. Увидев своего партнера всей жизни неподвижным в хватке их любимого тигра, он присоединился к лихорадочным усилиям остановить атаку. Его голос, обычно такой властный и уверенный, дрожал от отчаяния, когда он взывал к Мантикору, умоляя отпустить. Но тигр не реагировал ни на знакомые голоса, ни на команды. Последний сильный удар основанием огнетушителя по голове Мантикора вызвал у животного шок. Наконец он отпустил Роя. Помощники бросились вперед, унося обмякшее тело Роя со сцены. Зрители, все еще застывшие в ошеломленном молчании, наблюдали, как харизматичного шоумена уносят прочь. Он не двигался. За кулисами медики отчаянно боролись за его жизнь. Травмы Роя были катастрофическими. Раздавленная трахея, серьезная потеря крови и повреждение позвонков. Тело отказывало. Каждая секунда имела значение. Его срочно доставили в медицинский центр университета. Мир затаил дыхание, ожидая новостей. Его сердце останавливалось несколько раз на операционном столе. Хирургам пришлось удалить часть черепа, чтобы уменьшить давление на отекающий мозг. Вопреки всему, Рой выжил. Однако выживание имело свою цену. Человек, когда-то повелевавший сценой с силой и грацией, остался навсегда искалеченным. Атака лишила его значительной части двигательных функций и серьезно повлияла на его способность говорить. Яркая, властная личность, сделавшая Зигфрида и Роя именем нарицательным, навсегда изменилась. С травмами Роя, положившими конец его карьере, их знаковое шоу было немедленно отменено. После 13 лет в «Мираже» и примерно 5000 представлений время Зигфрида и Роя в свете софитов подошло к резкому трагическому концу. Но даже перед лицом катастрофы связь между Зигфридом и Роем оставалась непоколебимой. Зигфрид никогда не отходил от Роя, посвятив себя заботе о своем партнере. Мантикор был возвращен под личную опеку дуэта. Не было никакого публичного наказания, никакой принудительной передачи. Рой настаивал, что Мантикор напал не из злого умысла, а скорее в попытке защитить его. Была ли это правда или смягченная версия для защиты наследия их шоу, осталась предметом споров. Несмотря ни на что, у Зигфрида и Роя оставалось еще одно последнее выступление. 6 лет спустя они выйдут на сцену в последний раз. Для Александра Криспена Суареса власть над тиграми была больше, чем просто навык. Это было искусство, танец между человеком и зверем, годами пленявший публику. Он командовал ареной с уверенностью. Его присутствие возвышалось над существами, которых он тренировал всю жизнь. Но в одну роковую ночь в Очохоа, Мексика, фантазия контроля рассыпалась, оставив после себя сцену хаоса, которую никто из зрителей никогда не забудет. На календаре было 2 февраля 2013-го. Цирк братьев Суарес прибыл в город, неся с собой обещание чуда, волнения и захватывающих дух представлений. Семьи собирались под большим цирковым шатром, глаза их детей сияли от предвкушения шоу. В центре всего этого был Александр, опытный дрессировщик животных с репутацией, построенной на его работе с бенгальскими тиграми. Вся его жизнь была сформирована цирком, традициями, передаваемыми из поколения в поколение артистов. Рев толпы, трепет зрелища — это было все, что он когда-либо знал. Тигры с их яркими оранжевыми шкурами и пронзительными глазами были одновременно его величайшей страстью и величайшим вызовом. Годами он изучал их поведение, учась предсказывать каждое их движение. Он понимал их силу, их инстинкты, их темперамент. Или так он думал. В тот вечер Александр вышел на арену с 2 своими бенгальскими тиграми. Публика взорвалась
аплодисментами, когда представление началось. Массивные животные двигались с просчитанной грацией, каждый их шаг следовал ритму номера. Связь между человеком и зверем была выставлена на всеобщее обозрение, свидетельство лет тренировок и доверия между ними. Но доверие — хрупкая вещь, а в мире диких животных контроль — это всегда лишь иллюзия. Этот момент длился всего несколько секунд, но для тех, кто наблюдал, он растянулся в вечность. Один из бенгальских тигров, зверь весом более 450 фунтов, без колебаний бросился вперед. Публика едва успела среагировать, как Александр оказался на земле, прижатый первобытной, неумолимой силой самой природы. Вздохи удивления переросли в пронзительные крики. Родители прижимали к себе детей, не понимая, было ли это частью номера или чем-то гораздо более зловещим. Но когда Александр забился под зверем, когда кровь начала окрашивать покрытый опилками пол арены, стало ясно — это не иллюзия. Челюсти тигра сомкнулись на его ноге, и хищник потащил его по рингу, словно беззащитную добычу. Александр пытался сопротивляться, но против животного такой мощи у него было мало шансов. Годы тренировок, та связь, в которую он верил, все это рассыпалось в одно жестокое мгновение. Второй тигр оставался неподвижным, его пронзительные глаза следили за разворачивающимся хаосом, словно оценивая, вмешаться или замереть. Зрители, застывшие от ужаса, смотрели, как сотрудники цирка ворвались на арену, отчаяние сквозило в каждом их движении. Они орудовали металлическими прутьями, нанося удары по тигру в неистовой попытке заставить его рожать хватку. Удары приземлялись с глухим, тошнотворным стуком, но зверь не отпускал. Казалось, впервые в своей жизни он вспомнил, кто он на самом деле. Хищник, больше не связанный рутиной, дрессировкой, хрупкой иллюзией контроля. Толпа взорвалась от ужаса. Некоторые бросились к выходам, их разум не мог справиться с кошмаром, разворачивающимся перед ними. Другие замерли, парализованные, их глаза были прикованы к кошмару под светом прожекторов. Затем челюсти тигра нашли шею Александра. Цирк, когда-то наполненный смехом и удивлением, погрузился в мертвенную тишину. Когда тигр наконец отпустил Александра, было уже слишком поздно. Его тело безвольно лежало на опилках арены, неподвижное под резким светом сценических огней. Атмосфера трепета и восторга, царившая в цирке братьев Суарес, сменилась хаосом. Кричащие зрители бежали к выходам, звуки их ужаса эхом разносились под шатром. Голос конферансье гремел из динамиков, отчаянно пытаясь сохранить порядок, но сдержать панику было невозможно. Сотрудники цирка действовали быстро, загоняя тигра обратно в его клетку, его массивная фигура исчезла за стальными прутьями, но урон уже был нанесен. Представление и жизнь Александра подошли к трагическому и кровавому концу. Его срочно доставили в местную больницу, машина скорой помощи мчалась по тускло освещенным улицам Эчохоа. Но битва была уже проиграна. Раны оказались слишком глубокими, потеря крови слишком сильной. Через несколько часов человек, посвятивший свою жизнь укрощению тигров, ушел из жизни. Новость о нападении распространилась как лесной пожар. Цирк братьев Суарес, некогда любимое развлечение, теперь оказался в центре бури. Были начаты расследования, власти требовали ответов. Разрешения у цирка были в порядке, тигры содержались легально, выступления были одобрены официальными лицами. Но это мало что значило для утихания растущего скандала. Группы по защите прав животных ухватились за этот момент, вновь разжигая дебаты об этике представлений с участием живых животных. Была ли эта трагедия неизбежным несчастным случаем или закономерным следствием принуждения диких существ к неестественным ролям? Годами Александр верил в связь между человеком и зверем. В ту ночь под яркими огнями большого купола эта вера была разбита вдребезги. Цирк продолжил свой путь, шоу, как говорится, должно продолжаться. Но для тех, кто стал свидетелем того ужаса, магия исчезла. Великая иллюзия, та, что уверяла зрителей в их полной безопасности, испарилась навсегда. Не только профессиональные дрессировщики, посвятившие годы изучению и работе с хищниками, оказываются на краю гибели. Порой трагедия приходит по вине тех, кто находится по другую сторону ограды, обычных посетителей, туристов, искателей острых ощущений. В погоне за уникальным кадром, за зашкаливающим адреналином или просто из-за фатальной неосмотрительности люди совершают поступки, которые кажутся немыслимыми. Они игнорируют яркие, кричащие, предупреждающие знаки. Они с легкостью преодолевают барьеры и ограждения, установленные именно для их защиты. Им кажется, что одно фото рядом с грозным хищником или мимолетное прикосновение к дикой природе оправдывают любой риск. Они забывают, что за кажущимся спокойствием зверя скрывается тысячелетний инстинкт, который может пробудиться в одно мгновение от резкого движения, незнакомого запаха или просто вторжения в личное пространство. Эти истории — горькое напоминание о том, что зоопарки и сафари-парки — это не игровые площадки. Это места, где мы можем наблюдать за дикой природой, но всегда должны помнить о дистанции и уважении. Когда человек сознательно нарушает правила, он ставит под угрозу не только свою жизнь, но и судьбу животного, которое, действуя
действуя инстинктивно, может быть обречено на гибель после инцидента. Дальше я расскажу вам о нескольких таких случаях, когда человеческое безрассудство привело к ужасающим последствиям, став уроком, оплаченным кровью и страданиями. 10 апреля 2009-го берлинский зоопарк, известный своим богатейшим видовым разнообразием, стал сценой для леденящего душу происшествия. 32-летняя женщина решила, что обычного наблюдения за белыми медведями ей недостаточно. Она возжелала личного, близкого знакомства с этими арктическими гигантами, одними из самых крупных и опасных наземных хищников планеты. Игнорируя многочисленные предупреждающие таблички и внушительные защитные сооружения, она проявила поразительную, но абсолютно безрассудную решимость. Она перелезла через забор, продралась сквозь колючую изгородь и преодолела стену высотой почти 10 футов, чтобы добраться до вольера белых медведей. И все это во время кормления, когда животные наиболее бдительны и, будем откровенны, наиболее голодны. Хищники, чей вес может достигать 1500 фунтов, а рост на задних лапах превышать 10 футов. Когда она прыгнула в ров, отделяющий вольер от публики, медведи немедленно обратили на нее внимание. Один из них приблизился, во взгляде читалось любопытство, но отнюдь не дружелюбное. Через несколько секунд любопытство переросло в охотничий азарт. Медведь бросился на женщину, вонзая мощные челюсти ей в спину и руки. Паникующие зрители в ужасе наблюдали за происходящим. Некоторые снимали кошмар на камеры. Сотрудники зоопарка среагировали молниеносно. Они бросали спасательные круги и выдвигали лестницы, пытаясь отвлечь внимание хищника. Некоторые даже использовали длинные палки, чтобы отбиваться от него. После нескольких напряженных, казавшихся вечностью минут, им удалось вытащить пострадавшую в безопасное место. Она получила серьезные рваные раны и укусы, но чудом осталась жива. Позже эксперты заключили, еще несколько мгновений в вольере и исход был бы фатальным. Этот случай стал шокирующим примером того, к чему приводит полное пренебрежение правилами безопасности и здравым смыслом. Погоня за идеальным кадром для социальных сетей порой толкает людей на совершенно безрассудные поступки. В 2019-м стремление одной женщины к виртуальному признанию едва не обошлось ей слишком дорого, превратив посещение зоопарка в урок, написанный собственной кровью. Во время визита в зоопарк Wildlife World в Аризоне ее внимание привлек черный ягуар, отдыхавший у самого края своего вольера. В этом она увидела идеальную возможность для фотографии, которая, несомненно, соберет множество лайков. Полностью проигнорировав четкие предупреждающие знаки и барьер высотой около 3 футов, специально установленный для удержания посетителей на безопасном расстоянии, она перелезла через ограждение. Она подошла недопустимо близко, повернувшись спиной к вольеру, чтобы сделать заветное селфи. Для ягуара это вторжение на его территорию могло показаться либо угрозой, либо приглашением к обеду. Реакция последовала незамедлительно. За долю секунды мощная лапа хищника метнулась сквозь металлическую сетку ограды. Острые, как бритва, когти впились в руку женщины. Ее крики ужаса эхом разнеслись по всему зоопарку, привлекая внимание других посетителей. К счастью, рядом оказались люди, не растерявшиеся в критической ситуации. Один мужчина проявил невероятное самообладание. Он быстро просунул бутылку с водой через ограду, пытаясь отвлечь ягуара. Этот маневр сработал, хищник разжал хватку. Пострадавшую немедленно оттащили в безопасное место. Ее рука была покрыта глубокими рваными ранами, потребовавшими наложения швов, но по счастливому стечению обстоятельств травмы не представляли угрозы для жизни. Позже женщина вернулась в зоопарк, чтобы принести извинения, полностью признав свою вину и безрассудство. Руководство зоопарка подтвердило, что ягуар не будет усыплен, справедливо подчеркнув, что животное действовало инстинктивно и не виновато в произошедшем. Этот инцидент – яркое напоминание. Никакая фотография, никакое количество лайков не оправдывают риска собственной жизнью и благополучием животного. Уважайте границы, они существуют для вашей же защиты. Иногда минутная неосторожность, пренебрежение очевидными правилами безопасности может привести к необратимой трагедии, особенно когда речь идет о встрече с дикой природой лицом к лицу. История Кэтрин Чеппел, 29-летней американской туристки, стала таким страшным уроком 1 июня 2015-го. Кэтрин – талантливый специалист по визуальным эффектам, работавшая над такими известными проектами, как фильмы о Капитане Америка и сериал «Игра престолов», и к тому же активно занимавшаяся вопросами сохранения дикой природы, посещала львиный парк недалеко от Йоханнесбурга в Южной Африке. Во время сафари, передвигаясь на автомобиле по территории парка, где львы свободно гуляют, она допустила роковую ошибку. Вопреки строжайшим правилам, запрещающим открывать окна в автомобиле, Кэтрин решила опустить стекло, чтобы сделать более удачные фотографии львиного прайда, отдыхавшего неподалеку. Она, вероятно, посчитала, что находится на безопасном расстоянии или что звери не обратят на нее внимания. Это предположение оказалось фатальным. В то же мгновение, как окно опустилось, одна из львиц, находившаяся рядом с машиной, молниеносно среагировала. Мощная лапа
джипа просунулась в открытое окно, и хищница схватила Кэтрин. Другие туристы в соседних машинах видели происходящее и отчаянно сигналили, пытаясь отпугнуть животное. Но все произошло слишком быстро. Нападение было настолько внезапным и яростным, что помочь Кэтрин было уже невозможно. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Она скончалась на месте еще до прибытия скорой помощи. Ее смерть стала не только личной трагедией, но и большой потерей для сообщества защитников природы и еще одним мрачным напоминанием о том, что дикие животные остаются дикими, а правила безопасности в их присутствии написаны кровью. Опасность в мире больших кошек и других могучих хищников подстерегает не только безрассудных посетителей, пересекающих запретные линии. Порой жертвами становятся те, кто посвятил свою жизнь заботе об этих животных, кто знает их повадки, кто ежедневно входит в их вольеры, смотрители, дрессировщики, владельцы парков. Люди, чья работа требует максимальной концентрации, знания протоколов безопасности и постоянного уважения к дикой силе, с которой они имеют дело. Но человек не машина. Усталость, рутина, минутная рассеянность или ложное чувство безопасности, рожденное годами безаварийной работы бок о бок с хищником, могут привести к фатальной ошибке. Один незапертый засов, одно неверное движение, одно нарушение протокола, которое казалось незначительным. И вот уже многолетняя связь, построенная на доверии и понимании, рушится под натиском первобытного инстинкта. Когда профессионал, уверенный в своих знаниях и опыте, оказывается лицом к лицу с разъяренным зверем из-за собственной оплошности, это трагедия особого рода. Это напоминание о том, что даже самое глубокое понимание животного не отменяет его дикой природы. Это история о том, как человеческий фактор, простая ошибка, невнимательность, секундная слабость может превратить привычную рабочую среду в арену смертельной схватки.